Хари Кришна всем, кто любит аккумуляторные батареи. Сегодня будет видео о том, как подготовить аккумулятор к зиме, потому что зима для аккумулятора — это сложный период. Дело в том, что зимой ему приходится работать под большой нагрузкой, потому что масло в моторе густое, крутить его трудно, токи пусковые надо большие, ну и к тому же при похолодании, при минусовых температурах емкость аккумулятора значительно падает. Значит, он пусковых токов может отдавать гораздо меньше, чем летом. Ну и к тому же, когда минусовая температура, аккумуляторные батареи на автомобиле плохо заряжаются, можно сказать, совсем не заряжаются. Они начинают брать заряд только через 15-20 минут после того, как двигатель начал работать. То есть только после того, как прогреется электролит. Так вот, сегодня буду я снимать свой аккумулятор на обслуживание. Посмотрю, что с ним. Проверю, исправлю недочеты, поставлю на заряд, и все будет хорошо. Я надеюсь. Аккумулятор, в принципе, живой, никаких проблем. Можно ли обслуживать аккумулятор, не снимая с автомобиля? Можно и не снимать. Я лично предпочитаю снимать, но можно и не снимать, а можно обслужить в гараже. Но только если не снимаете или обслужите в гараже, помните про температуру. Потому что все параметры для аккумулятора приводятся к температуре 25 градусов. Если температура у вас отличается, она меньше, то нужно использовать температурный коэффициент, то есть поправку на температуру. Когда лучше обслуживать аккумулятор? Ну, собственно, когда у вас время есть. Но лучше его обслужить не позже того, когда температура на улице устаканится около 5 градусов тепла. Потому что если загоните в минус, то будет уже поздно. А вот когда установленная температура около 5 градусов и устаканилась, и стоит температура плюс 5 градусов на протяжении 3 дней, устаканенная, вот самое время заняться обслуживанием аккумулятора. Самое, скажем так, граничное время. Позже не надо, ну а раньше по желанию. Ну, понятное дело, что в мае месяце на зиму обслуживать аккумулятор не надо, потому что времени до зимы еще долго. Еще может с ним кое-чего и произойти. Ну и смотрим, что у нас получилось. Пробки на месте. Электролита возле них луж нету. Глаз горит зеленым цветом. Это хорошо. Кто знает, почему глаз должен гореть зеленым цветом, напишите в комментариях. Так, ну и первый косяк. Видно, окислы на клемме беленькие. На положительной. На отрицательной нет. Ну хорошо, значит придется почистить клеммки. Клеммки нужно чистить не только на аккумуляторе, но еще и автомобильные клеммы внутри от проводов. Ну и понятное дело, когда обслуживаете аккумулятор, то нужно проверить, как работает система подзаряда от генератора. Исправно, неисправно. Сколько вольт выдает, потому что зимой, когда аккумулятор холодный, система подзаряда должна напряжение поднять. На современных автомобилях она это делает автоматически. Там есть температурная компенсация на реле генератора. То есть напряжение заряда, когда холодно, с учетом внешней температуры, автоматически поднимается. На старых автомобилях был специальный переключатель зима-лето. Надо было переключать. В общем, когда похолодает, надо обязательно проверить, какое напряжение заряда аккумуляторной батареи. Так, минусовая клемма чистая. Можно протереть, конечно. Никаких проблем. Так, а положительная клемма немножко с окислами. Ну хорошо, почистим. При подготовке аккумулятора к зиме надо будет проверить плотность его электролита. Но пока он холодный, я занес его в тепло. Пусть прогревается. Пока прогревается, смотрим на его саморазряд. Вернее, на разряд аккумуляторной батареи по крышке. Вот ставим щуп на минусовую клемму. Положительной касаемся возле минусовой клеммы. Тут саморазряда практически нет через грязную крышку. Возле плюсовой клеммы. Тоже ерунда. Все хорошо. Самый большой саморазряд будет возле пробок. Вот он, сразу 2 вольта. 3 вольта. 5 вольт. Ух, как хорошо идем. 7 вольт. 9 вольт с копейками. 9,5. Почему оно так получается? Потому что летом аккумулятор работал. Электролит через пробки. Здесь вентиляционные окна в пробках. Аэрозоли электролита через вентиляционные пробки вылетали под крышку, которая находится здесь сверху. И, соответственно, тут, где была планочка, тут есть
налет электролита. И, соответственно, сразу показывает саморазряд. Так вот, первое, что делаем, пока он греется, это чистим аккумуляторную крышку, чтобы не было саморазряда по крышке. Для этого берем водичку, не обязательно дистиллированную, любую, и берем соду. И растворяем соду в воде. Вот так вот, плюх, плюх. Разводить можно около 10%, но я обычно это делаю на глаз. Там особо не заморачиваюсь с этим делом. Теперь взяли раствор соды, кисточку и смотрим, как будет шипеть электролит, который находится на крышке аккумуляторной батареи. То есть нейтрализируем тот электролит, который на крышке. О, есть. Шипит, дорогой. Ну, я лично таким образом прохожу всю крышку и даю соду, пока шипит. Когда электролит нейтрализируется, то есть кислота уже нейтрализируется с щелочью, то шипеть все это дело перестанет. Как перестало шипеть, так и достаточно. В общем, можно использовать не только соду, любую щелочь можно использовать, проблем в этом нет. Но так как сода вроде как всегда под рукой, и ее проще всего достать, то обычно все это делают содой. Теперь тряпочкой аккуратно все вытираем, чтобы было сухо. И можно считать, что очистка крышки закончена. Ну, кому не лень, может помыть весь аккумулятор, весь корпус. Тоже будет не лишним, конечно. Аккумуляторы любят чистоту, потому что многие не придают этому значению. Стоит у них под капотом аккумулятор грязный, как черт. Потом саморазряд появляется. Потом проблемы с крайними банками, потому что при низком саморазряде, вернее при низкой скорости саморазряда, сразу появляется разбалансировка в крайних банках, потому что крайние банки очень сильно просаживаются относительно остальных банок, особенно относительно средних. А все это из-за грязной крышки. Следующим действием надо определить, нуждается наш аккумулятор просто в зарядке перед зимним периодом, либо ему уже плохо и надо его немножко ремонтировать, то есть приводить в чувство. Для этого надо сделать диагностику аккумулятора, даже поверхностную. Ну, тут надо сказать, что если аккумулятор новый, ему там год или два, то практически никаких вмешательств он не требует. И, в принципе, подготовка к зиме сводится только к тому, что его зарядить и почистить крышку от грязи. И на этом все. Больше с ним никаких проблем, как правило, не бывает. А вот аккумуляторы, которые уже поработали около 5 лет, 4, 5 и больше, те уже требуют к себе более пристального внимания. Надо проверять уровень электролита, плотность, заряжать, проверять состояние и так дальше. Так вот, сейчас будем проверять, что у нас делается в банках. Сразу визуально посмотрели в банке. Мутный электролит, не мутный, не мутный, хороший, красивый. Дальше идем, следующая банка. Не мутный. Следующая банка. Не мутный. Смотрим на цвет пластин. Положительные должны быть коричневые, отрицательные серые. Если пластины в сульфате, их сразу видно. Тут видно коричневые. Ну хорошо, идем дальше. Следующая банка. Смотрим, есть ли разрушенные пластины, начали разрушаться или нет. Ну, аккумулятору этому 4 года, еще вроде рано разрушаться. Дальше идем. Смотрим, может какой косяк увидим. Косяки, конечно, есть, но, скажем так, не критические. Дальше идем. Сепараторы, видно, покрыты вроде как белым порошком. Это есть металлизация сепараторов. Ну, для 4 лет, в принципе, не страшно. Металлизировались немножко, ну и фиг с ними. Коричневого налета на перемычках, на сепараторах, сверху на пластинах нету. Это хорошо. Электролит чистый. Саморазряда аккумулятор сильного не имел. В общем, тут все хорошо, проблем нету.
А вот если есть проблемы, то их надо устранять, потому что нету смысла готовить аккумулятор к зиме, если он проблемный. Вот хорошо видно. Положительные пластины коричневые, отрицательная пластина серая. Пластины чистые, без налета, все хорошо. В налете только сепараторы. Но для 4 лет эксплуатации это ничего страшного. Металлизация некоторая есть сепараторов. Но в принципе, пока нету саморазряда, нету проблем. Следующее. Определяем уровень электролита. Прозрачную трубочку, стеклянную или пластиковую, в банку. Смотрим уровень электролита. 25 миллиметров. Первая банка. Вторая банка. 25 миллиметров. Хорошо. Третья банка. 25 миллиметров. Может чуть меньше. Четвертая банка. 25 миллиметров. Пятая банка. 25 миллиметров. Шестая банка. 25 миллиметров. Уровень электролита должен во всех банках быть одинаковым и не отличаться. Потому что если уровень разный, то, соответственно, банки будут работать по-разному. Будут проблемы с аккумуляторными банками. Особенно обращаем внимание на крайние банки. Весной уровень электролита был 30 мм. Значит, за лето уровень электролита упал на 4-5 мм. То есть баночки выкипели понемножку. В этом аккумуляторе пробки откручиваются, и уровень электролита проверяется без проблем. Если аккумулятор не обслуживаемый, пробок нету, то можно попробовать просветить корпус фонариком. На просвет видно. Обычно необслуживаемые аккумуляторы имеют корпус, который можно просветить, потому что этот аккумулятор имеет черный корпус, его фиг просветишь. Еще один способ, которым можно проверить, одинаково работает аккумуляторные банки или по-разному, это, как я уже показывал, диагностика с помощью мультиметра. Макаете щупы попарно в банке, смотрите на показания вольтметра. Если показания одинаковые, все is good. Если показания прыгают, то есть в какой-то паре показания сильно отличаются от других, ну, соответственно, есть проблема. А если есть проблема, то надо ее до зимы решить. Так, уровень у нас нормально, теперь проверяем плотность по банкам. Для этого у меня есть рефрактометр специальный. Набираем пробу с первой банки на рефрактометр, смотрим, что там получается. Получается 1,24, но аккумулятор еще не заряжен. Ну хорошо, 1,24 так 1,24. Смотрим то же самое в остальных банках. Проверяем плотность в остальных банках. Отклонение по плотности между банками не должно быть больше, чем 0,01 грамма на сантиметр кубичный. Если больше, значит это уже проблема. Ну, в этом аккумуляторе все хорошо, все правильно. Если отклонение по плотности по банкам больше, то аккумулятор будет иметь саморазряд, то есть будет саморазряжаться. И это есть нехорошо. Первичную диагностику сделали, проблем не нашли, отклонений не нашли. Ставим аккумулятор на заряд, потому что он сейчас разряжен. Плотность у нас 1,24. Можем сравнить ее с показаниями вольтметра. Берем наш чудесный мультиметр и смотрим, сколько вольт на аккумуляторных клеммах. Минус на минус, плюс на плюс. Получаем 12,46. Вспоминаем красивую бабу с сиськами, что она там рассказывала, и считаем ту формулу. Смотрим, есть ли отклонение по бабе с сиськами. Значит, у нас было на клеммах 12,46. Делим на 6 банок. Получаем 2,07 и минус 0,84 постоянной величины. И сейчас нам будет выдавать плотность в банках. Было у нас 1,24, напомню. Раз, плотность 1,23,6. Соответствует. То есть при плотности 1,24 напряжение такое на клеммах и должно быть. Значит, отклонений у нас нет. Если у нас есть отклонение, напряжение на клеммах выше этого значения, то есть напряжение на клеммах не соответствует плотности электролита. Если выше, значит у нас сульфатация. Если ниже, у нас где-то частичное короткое замыкание или саморазряд. Здесь все хорошо. Значит, красивая баба с сиськами не обманула. Все сходится, потому что в интернете вижу видео, я вот меряю, у меня не сходится, это неправильная формула. Если у вас что-то не сходится, то у вас неправильный аккумулятор, а формула как раз таки правильная. И как раз эта формула и придумана для того, чтобы искать отклонения в параметрах аккумуляторной батареи. Так, ну тут все хорошо, все чудесно. Следующим этапом ставим аккумуляторную батарею на заряд. И заряжаем ее, потому что нам надо снять с нее еще одни характеристики, чтобы убедиться, что она полностью исправна к зиме.
Я уже сказал, что электролит на 5 мм выкипел. Пока ничего не доливаем. Пока заряжаем и смотрим, что получится. И по результату будем действовать. После того, как зарядим аккумуляторную батарею, еще раз надо будет проверить плотность электролита, на которую плотность мы вышли. Значит, плотность электролита должна соответствовать вашей климатической зоне. Если вы за окном видите белых медведей, то ваша плотность может быть и 1, и 3. А если вы за окном видите верблюда, то, скорее всего, ваша плотность 1,25. И этого вполне достаточно, а может быть даже немножко и меньше. Так что плотность электролита обязательно должна соответствовать климатической зоне. Если плотность электролита меньше, то, соответственно, при хороших морозах ваш аккумулятор может и не крутить при низкой плотности. Поэтому смотрим на свою климатическую зону. Смотрим, какая плотность электролита вышла в конце заряда. И принимаем решение дальше. Если у нас плотность вышла нормальная, значит все хорошо, аккумуляторная батарея зарядилась. Я сказал, что в этом аккумуляторе электролит выкипел на 5 мм. Значит, если плотность выйдет на нормальный параметр, можно долить 5 мм дистиллированной воды. И опять поставить аккумулятор на заряд и посмотреть, выйдет ли опять плотность на свой параметр после заряда. Если вышло, значит все хорошо, значит мы сбили тот сульфат, который зацепился за пластиной. У нас теперь и уровень правильный, и плотность электролита правильная. Если мы долили воды, зарядили аккумулятор, но на плотность не выходим, на нужную нам для зимы, то, соответственно, надо будет долить электролит повышенной плотности, то есть скорректировать плотность электролита, довести его до нормы. Если после заряда вышли на правильный уровень электролита и на правильную плотность, значит с аккумулятором все хорошо, все чудесно. Если вдруг не выходит, значит переходим на балансировку, на уравновешивающий заряд. Уравновешивающий заряд осенью очень полезен. Таким образом балансируем банки, выходим на их максимум и смотрим, что у нас получилось. Ну, обычно все хорошо получается. Так, зарядили аккумулятор, плотность нормальная, уровень электролита нормальный, все хорошо, аккумулятор заряжен. Следующим этапом нужно его проверить, как он будет работать зимой. Как его проверить? Способов несколько. Первый. Емкость аккумулятора можно проверить контрольно-тренировочным циклом. То есть разряжать аккумулятор согласно режима контрольно-тренировочного цикла и узнать его емкость. Какую емкость имеет наш аккумулятор на сегодняшний день. Понятное дело, новые аккумуляторы этой процедуре подвергать не надо. Они новые, что вы от них хотите. Там все хорошо. А вот если аккумулятор проработал уже 4 года и больше, то в принципе емкость можно и проверить. Полезно также будет сделать циклы заряд-разряд, если это необходимо. Если в конце заряда вы не выходите на плотность и на правильный уровень электролита, соответственно, делаете балансировку. После балансировки делаете циклы заряд-разряд, размываете поры пластин, которые, скорее всего, наверняка заросли сульфатом. И таким способом увеличиваете токоотдачу аккумулятора. Значит, когда аккумулятор имеет правильную емкость, хорошую емкость, то есть не меньше, чем 50% от его первичного состояния, если это, допустим, 60-ка, то она должна иметь не меньше, чем 30 ампер-часов. Если она имеет уже 30 ампер-часов и меньше, то ее в зиму лучше не пускать, ее надо выбросить или ремонтировать. Если она имеет больше, значит можно запускать в зиму. Но если она имеет эту емкость, то это не значит, что она будет иметь пусковые токи. Значит, надо проверить пусковые токи. Как их проверить? Если есть нагрузочная вилка, аккумулятор чужой не ваш, значит можно применить нагрузочную вилку, проверить, как он себя поведет под нагрузкой. Если он держит напряжение правильное, значит все хорошо. Нагрузку, значит, держит. Если аккумулятор это ваш, вы с ним общаетесь каждый день, ездите на автомобиле, ну практически каждый день, то в принципе нагрузочную вилку можно и не применять, потому что вы и так знаете, крутит он стартер хорошо или плохо. Но, соответственно, способ проверки нагрузочной вилкой довольно жестокий. И без лишней надобности подвергать такой процедуре аккумуляторы не надо. Значит, еще один способ, который можно проверить аккумулятор, это проверить его внутреннее сопротивление. Если внутреннее сопротивление его в допусках нормальное, то, скорее всего, у него и емкость нормальная, и пусковые токи тоже будут нормальными. Потому что величины эти взаимосвязаны. Если нет емкости, значит, соответственно, больше внутреннее сопротивление, не будет пусковых токов. Если внутреннее сопротивление нормальное, то, скорее всего, с аккумулятором все хорошо. И, в принципе, это вся подготовка аккумуляторной батареи к зиме. Проверили, плотность соответствует, уровень электролита соответствует. Зарядили, нагрузку держит, значит, все у вас хорошо. Последний штрих. Почистили клеммы. И теперь клеммы надо смазать. Берем смазку специальную или простой, скажем так, вазелин технический.
Смазываем клеммы. Сейчас многие мне в комментариях напишут, что клеммы так смазывать нельзя. Ну, возьмите литературку, почитайте, можно так смазывать или нельзя. Потому что по этому поводу каждая литературка пишет по-разному. Некоторые пишут, нельзя так смазывать клеммы, другие пишут именно так и смазывать. Старая советская литература утверждала, что надо смазывать именно клеммы аккумуляторной батареи, а не смазывать, как сейчас рассказывают, только сверху, когда наконечник надет на клемму. Дело в том, что вам нужно, чтобы клеммы не окислялись, поэтому нужно смазывать клемму всю. Контакт будет нормальный, не переживайте. Значит, тут есть один нюанс. Когда чистите клеммы аккумуляторных батарей, если вашему аккумулятору меньше 2 лет или 3 лет, в общем, надо смотреть по клеммы. Если клеммы еще имеют заводское покрытие, а покрываются они оловом, они тогда в магазине красивые и блестящие, и олово их предохраняет от окисления. Но со временем, соответственно, этот слой уходит. Так вот, если слой олова еще сохранился, то никакими щетками, никакими наждачками клеммы чистить не надо. Если вам аккумуляторщик предлагает почистить клемму щеткой металлической, пускай себе в ухе почистит. Берете тряпочку аккуратно, смазываете содовым раствором и все стираете. Аккуратно, без лишней, скажем так, жестокости. Если у вас аккумулятор уже не новый, вот как этот, в нем в прошлом году еще было это заводское покрытие, а вот в этом году уже слезло. То есть клеммы потемнели, то есть окислились, то есть олово слой уже исчез. Ну, со временем он на всех исчезает. Такие клеммы сильно окисленные, они будут уже гораздо сильнее окисляться, чем в заводском покрытии. Такие клеммы можно чистить и механически. И такие клеммы надо обязательно уже смазывать специальной смазкой или техническим вазелином. Заводские клеммы с заводским покрытием, я имею в виду, можно не смазывать никакой смазкой, потому что там олово. Оно и так само по себе не сильно окисляется. Такие вот дела. Аккумулятор зарядили, аккумулятор обслужен, работоспособный, можно ставить на машине, но на машине тоже надо почистить клеммы. Затягиваем клеммы с правильным усилием, 8 ньютон, не больше. Прикручиваем аккумулятор на штатное место так, чтобы он не шатался, потому что если аккумулятор будет там шататься, то обобьются обмазки пластин, аккумуляторы не любят вибрации. И на этом все, аккумулятор готов к зиме. Дальше просто эксплуатируем и следим за степенью заряда. Вот и вся премудрость. Ну а сегодня было такое видео. Кому понравилось, ставим лайк, кому не понравилось, все равно ставим лайк, потому что я очень жаден до лайков. И не забываем писать в комментарии, кто чего думает по этому поводу.